Привет, Арми. Иногда им не нужно говорить. Одна улыбка, один взгляд, одно простое слово, и все поймут. В ту ночь Чингук мягко улыбнулся экрану. «Я хочу поиграть с другом», – тихо сказал он. Но затем добавил, он еще не закончил работу. Наступила тишина. Но в этой тишине фандом понял. За этими словами кто-то стоял. Он не назвал имени. Но того, как он усмехнулся, того, как он опустил взгляд, было более чем достаточно, чтобы сказать правду. А через несколько минут Чингук выбрал маленького медвежонка. Как в старые добрые времена. В ту ночь мир словно перевернулся. К воспоминанию, к тому, кто всегда был причиной его улыбки. В своем последнем прямом эфире Чингук упомянул, что собирается поиграть с другом, но, по его словам, тот все еще был занят доделыванием работы. Все сразу поняли, о ком идет речь. Ему не нужно было называть имя. Его улыбка, мягкий тон голоса и взгляд – все это подсказывало ему, что он прав. Не думать о Тэхёне было практически невозможно. Вскоре после этого Чингук начал играть в партии Animals и, как обычно, выбрал медведя, своего любимого персонажа. Он сказал, что это самый милый персонаж, но для многих этот выбор не был случайным. Несколько раз до этого, каждый раз, когда Чингук выбирал этого персонажа, это всегда казалось незначительным жестом, чем-то, что напоминало ему о Тэхёне. Он редко выражал свои чувства напрямую, но умел выражать их через простые вещи. Через выбор, привычки, казалось бы, незначительные моменты, но при ближайшем рассмотрении они всегда имели смысл. Он мог бы отложить трансляцию или выбрать другого персонажа, но не сделал этого. Он выбрал именно этот момент. Сразу после упоминания занятого друга. Словно хотел передать тонкое послание, тонкий знак тем, кто понимал. Все это время Чингук тонко давал понять, что Тэхён занимает особое место в его сердце. Даже когда их разделяло расстояние, всегда оставались маленькие сигналы, слова, совпадения или обстоятельства, которые указывали на то, что эти двое все еще присутствуют в жизни друг друга. Этот момент напомнил мне старый прямой эфир Тэхёна, когда на заднем плане едва было слышно, как Чингук поет. Тэхён отреагировал мгновенно, удивленно, и выключил трансляцию. Через несколько минут он вернулся, кратко объяснив, что они играют с друзьями. Но для многих это было тонким подтверждением того, что они чувствовали все это время. Есть что-то завораживающее в том, как эти двое поддерживают свои отношения, никогда не открыто, но и никогда не скрывая их полностью. Как будто они нашли баланс, оставив мир в недоумении, но при этом сохранив личное пространство. Не нужны ни слова любви, ни широкие жесты, лишь мелкие детали, которые, складываясь в историю, кажутся реальными. Отношения Чингука и Тэхёна, кажется, развиваются в прекрасной тишине. Они понимают друг друга без лишних слов. Смех, взгляды и мелкие совпадения становятся их собственным языком, тонким, но глубоко значимым. В одной из последних трансляций Чингука он, кажется, играет в игру с милым персонажем-кроликом, идеальной парой для него. Пока внезапно медведь на экране не подходит к кролику и не целует его в губы. Над ними появляется маленькое сердечко. Мгновенно раздел комментариев взрывается. Реакция Чингука была незабываемой, он замер, широко раскрыв глаза, глядя на экран, а затем расхохотался, закрыв лицо руками. Эта улыбка, этот смех, все это казалось слишком естественным, чтобы игнорировать. Казалось, вся вселенная поняла шутку, соединив воедино давно понятные поклонникам символы. Этот момент стал темой для обсуждения. Некоторые находили его забавным и милым, другие – чрезмерным. Но те, кто давно следил за Тэгуком, знали, дело не в фан-сервисе, а в давней близости, понятной только им двоим. Каждый раз, когда их имена встречались вместе, это всегда вызывало споры. Но за всеми мнениями и домыслами скрывалась простая истина, их объединяло нечто искреннее. Будь то смех, совпадение или небольшие жесты привязанности, все получалось естественно. Не надуманно. Непринужденно.
Именно это делало их отношения такими разными. В их общении была искренность. Чингук не был из тех, кто легко раскрывается, а Тэхён не был из тех, кто перебарщивает с нежностью. Но когда они были вместе, все казалось легким, настоящим и теплым. Для фанатов это и есть непревзойденная красота, связь, которая не нуждается в объяснениях, но которую можно почувствовать. Одного взгляда, одной улыбки, одного маленького мгновения достаточно, чтобы передать все. Многие поклонники на протяжении многих лет замечали нечто, казалось бы, простое, почти незначительное, но невозможное игнорировать. То, как они смотрят друг на друга, как ищут друг друга на расстоянии, как порой, не задумываясь, прикасаются друг к другу. Неважно, находятся ли они перед камерой, в окружении людей или где-то еще, их жесты остаются неизменными. Это не то, что они делают из чувства долга или чтобы оправдать чьи-то ожидания. Это как будто в их природе что-то, что происходит бездумно, что-то просто существующее. Важна каждая деталь, и каждый раз, когда они взаимодействуют, даже в самых незначительных мелочах, видно, насколько они доверяют друг другу. Это едва заметно, но не остается незамеченным. То, как их руки случайно соприкасаются, как они ищут взгляды друг друга, когда никто не смотрит, как они улыбаются друг другу так, что понимают только они. И именно это делает их так притягательными для поклонников. Ощущение того, что все, что они делают вместе, искренне и спонтанно. Казалось, что мир вокруг них на мгновение терял значение, когда они были вместе, словно все меркло, и оставались только они вдвоем, чувствующие себя комфортно и непринужденно, будучи самими собой. Не было никаких преувеличенных жестов, никаких лишних слов, лишь небольшие знаки, указывающие на реальность чего-то, не требующего объяснений или приукрашиваний. Годы наблюдения за ними заставили многих понять, было что-то особенное в их взглядах, в повторяющихся совпадениях, в маленьких сходствах, которые возникали непреднамеренно. Будь то на сцене, вживую или просто на заднем плане, они всегда находили способ наладить контакт. Эта естественность делала все особенным. Их связь не нуждалась в признании, потому что то, что реально, не всегда нужно декларировать. Она просто чувствовалась, и для тех, кто обращал на них внимание, этого было более чем достаточно. Чингуку и Тэхёну не нужно было ничего доказывать. Потому что каждый маленький жест, каждый искренний смех, каждое идеальное совпадение стали их собственным языком любви, тихим, нежным и бесконечным. Из каждой трансляции, каждого взгляда, каждого маленького совпадения, которое кажется слишком идеальным. Становится ясно одно – отношения Чингука и Тэхёна не ради внимания. Не ради того, чтобы доказать это миру. Дело в тихом доверии, в утешении, которое есть только у двух людей. Которые понимают друг друга без лишних слов. Они не всегда вместе перед камерой. Но эти маленькие знаки внимания, эти неизменные привычки. И то, как они существуют в невидимом пространстве. Показывают, что связь сохраняется. Связь, которая не ослабевает со временем. Не меняется на расстоянии. Для кого-то это просто совпадение. Но для тех, кто действительно внимателен, это продолжающаяся история. Медленно рассказываемая через улыбки, смех и молчание узнавания друг друга. Потому что, возможно, самая искренняя любовь – это та, о которой никогда не говорят открыто. В конце концов, возможно, их отношения делают особенными неважные моменты, не признание, не слова любви, сказанные на виду у всех. А мелочи. То, как они смотрят друг на друга, ищут друг друга, понимают друг друга. Даже когда мир уже не обращает на них внимания. Чингук и Тэхён всегда говорят по-своему. Не говоря ни слова. В смехе, в тишине, в маленьких совпадениях, слишком прекрасных, чтобы назвать их совпадениями. И, возможно, среди всех знаков, которые они оставляют. Только они двое по-настоящему понимают, что значит. Потому что самая настоящая любовь иногда не нуждается в объявлении. Она просто чувствуется в тишине взаимопонимания. Если вы дошли до этого момента, значит, вы чувствуете то же самое. Что-то, что может понять только доверчивое сердце.
Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить еще одну их маленькую историю. О двух душах, которые всегда находят дорогу друг к другу. Увидимся в следующем видео. Потому что некоторые связи не исчезают. Они просто становятся тише.